А что я такое тяну? Ёлы-палы, такое ощущение, как будто чей-то шнур зацепил. А что это такое? Друзья, я такое еще никогда в жизни не ловил. А я тяну, что-то не могу вытянуть. Думаю, блин, да что же это такое? А это вот что у нас. Эй, приветствую вас, любители рыболовных приключений. Проспал, ёлы-палы. Время 8:34, солнце светит и течет вода. Ну а я лечу, как всегда, на рыболовные приключения, дамы и господа. Сейчас заедем, купим еще мотылика, опарыша. Ну, я думаю, наша рыба от нас никуда не денется. Поэтому все будет окей. Ну что ж, погнали. Будет интересно. Наловим огромных весенних красивых рыб. Купил мотыля, купил опарыша белого и красного. Купил булаву промеряться, маркерный грузик. И купил кормуху 75 грамм, потому что чувствую течение, а мне бросать, если это место, куда я еду, не занято под противоположный берег, будет тянуть. Все вроде есть, прикормку дома приготовил, потому что на реке как-то и так времени ноль. По-быстрому дома пока бегал, носил причиндалы в машину, залил мега-аромой прикормочку. Ну, потом все расскажу, что когда как. Сейчас прилетаю, сразу раскладываю фидер, закармливаю место. Погода +3 показывает рыбомобиль. Вроде солнышко, впереди обещают 2 недели дождей. И сегодня самое время. Значит, вот это единственное местечко, которое было свободное. Проехался правее, левей. Все забито, народу не стать. Ну, время уже 9:30. Значит, будем использовать, как вчера на стриме показывал, вот такую прикормочку от траппера. Называется фидер. И будем заливать от флагмана концентрат, вот такой фидер. Взял я 20 грамм этого концентрата, налил где-то 200 грамм воды, все это дело размесал. Получилась вот такая вот желтая арома, пахнет восхитительно. Залил все это на килограмм прикормочки, еще даже осталось. Прикормка траппер воды что-то пьет мало, поэтому остаток у нас еще хороший. Возможно, будет на следующую рыбалку. А возможно, если будет хороший клев, будем еще подмешивать. Течение, значит, очень сильное. Кормушка 75 грамм просто улетает на ура. На этом месте я уже частенько ловил и сделал выводы, что здесь, когда пасмурная погода, когда ветер, клюет хорошо. Когда солнечная, клюет очень и очень плохо. Но выбирать не приходится. Или тут, или ехать домой. Поэтому я решил, ладно, пусть сегодня солнечно. Попробуем половить тут, что из этого выйдет. Вскоре сниму, покажу. Фидер Волжанка Optima 390. Дистанция в районе 50 метров. Глубина там около 5 метров. Посмотрим. Мотыли, опарыш есть. Сейчас кинул 3 закормочных кормушки. Оснастку потом покажу. Оснастка, как всегда, инлайн. Поводочек в районе 70 сантиметров. Крючочек где-то 16 номер по овнеру. Надел один опарыш, один мотылик. Забросил. Ну что ж, давайте начинать рыболовные приключения. Я уверен, это будет круто. Вот моя прикормочка. Светлая. Хотя на реке у нас работает в основном темная. Ну да ладно. Будем пробовать на светлую. Но немного добавил сюда мотылика. Немного опарыша. Есть у меня мотылик, опарыш белый, красный. Будем диповать корицей. Течение, конечно, друзья мои, как я говорил уже, ого-го. Кидаю фидер вот так, кормушка становится вот так. Но ничего страшного, как-нибудь приспособимся. Такое вот местечко. Воды уже больше стало, потому что на зиму у нас воду спускают, весной поднимают. И было где-то вот по этот кустик. Сейчас уже вон так пробралось мое местечко. Разложился. Что ж, отлично. Посмотрим. Может, если на фидер будет не совсем хорошо ловить, попробуем. Брал с собой 6-метровую поплавочную удочку. Может, где-нибудь под вот этими камышиками. Но здесь летом много кувшинок. Может, сейчас еще их там не повылазило. Попробуем. Может, закормимся где-нибудь здесь. Попробуем половить вдоль травы. Возможно, рыба сейчас поближе. А вот что-то вроде бы или эта кормушка поплыла дальше, корм вымыла, или что-то там пыталась клюнуть. Ну, сейчас разберемся. Погодка супер, птички чирикают. Там машина стоит, люди ловят. И так, каждые 20-30 метров, где можно пролезть, кто-то сидит с фидером. С этой стороны то же самое. Такая же картина. Ух ты, ух ты, ух ты, как клюет, ё-моё. И, блин, а я с камерой гуляю, друзья мои. Давайте попробуем, может,
поставить. Так. Прозевал, что ли? Нет, вроде бы еще клюет. И вот сейчас я вспомнил, знаете что? Сейчас я вспомнил, что я сегодня подсак забыл. Ёлы-палы. А как же так? Да, без подсака туго будет. Но ничего страшного. Все. 3-4 хороших было удара. Но там где-то у меня сейчас два опарыша. Один белый, один красный. Может, не успела вточить так быстро. Но радует одно, что есть поклевка. Потому что до этого уже сколько прошло. Ух ты, нет, есть все-таки. До этого было минут 25 тишина полная. Не знаю, видно мне или нет. Простите за качество. Ну, сами видели, камеру держал в руке. И бежать ее ставить на подставку. Потом возвращаться. Времени нету. Так что посмотрим. Кормушка 75 грамм. Тяжеленная зараза. Не знаю, что там что тянешь. Ну, что-то вроде тянул. Но, наверное, не очень крупная. Сейчас посмотрим. Сейчас мы все узнаем, друзья мои. Густерка. Густерка к нам пожаловала. Ну что ж, первая рыбка. Два опарыша, видите? Белый, красный. Отлично. Часто просят показать мой монтаж. Смотрите. Кормушка, вертлюжок, застежка. Здесь два стопорка. Дальше идет отвод из лески. Я иногда сюда ставлю фидергам. Сейчас поставил отвод. Буквально 10 сантиметров. И здесь петля в петлю, поводок. Поводок сантиметров, наверное, 80. На крючке надет один опарыш белый, один опарыш красный. И все это дело я дипую вот таким вот от фирмы Флагман спрей корица. Вот такие вот дела. Конечно, были местечки у меня поинтереснее, там где дистанция метров 25-30, с глубиной тоже около 5 метров, но свято место пусто не бывает. Здесь есть еще хорошая перспективная точка, но она вообще получается метров 65. Если у меня на метров 50 кормушку уносит, то на 65 будет еще хуже. Поэтому пришлось немного оттянуться. Можно поближе еще стать, там есть хорошая точка с глубиной где-то 3,5 метра, но мне кажется, что рановато еще, все-таки прохладно, и на такой точке можно ловить чуть попозже. Ну и когда пасмурная погода, такая ветреная, тогда рыба не боится, выходит ближе к берегу, так сказать, на мель. А сейчас солнечно, тишина, еще весна, вода прозрачная, и она побаивается. Поэтому такая была принята, выбрана, вернее, точка. 50 метров. Дистанция, 5 метров глубина, и не дальняя, и не ближняя. Взял золотую середину. Разговаривал по телефону, и тут мощнейшая поклевка, не успел нажать на камеру, уже снимаю, когда вытянул. Вот такая вот плотвина к нам пожаловала. Шикарная поклевка. Разговариваю, что-то минут 20 последних не клюет, и тут фидер чуть со стойки не падает с подставок этих. Тяну. И вот она, весенняя жирная плотвичка. Погодка радует, рыба клюет. Фантастика, друзья мои, а не рыбалка. Есть рыбина. Только что одну прозевал пока. На камеру нажимал, микрофон и включал. Сейчас уже стоял возле камеры, ждал. И сейчас я слабину ей не дам. Будем надеяться, что дотяну, но дистанция очень большая, в районе 60 метров. Все может по дороге, так сказать, случиться, но вроде бы есть рыбка. Отлично. Эх, сейчас бы подсак, и в подсаке я красивенько завел. Ну как так можно было собираться, что подсак я оставил дома? Вот это мне очень и очень не нравится. Ох, как под берегом головой шмотыляет. Мне кажется, это, наверное, подлещик. Он так головой любит помахать. Нет, плотва хорошая. Ух ты, вот это батончик. Так, надо как-то аккуратненько ее без подсака попробовать дотянуть. Дотянул. Сейчас я вам покажу, друзья мои. Опачки. Фух, вот такая красавица. Смотрите, сколько травы еще по дороге натянул. Но без подсака. Весенняя такая, хорошенькая. Ну сколько? Грамм, я думаю, под 250. Возможно, и будет.
Была поклевочка. Что-то тянем. Головой мотыляет. Наверное, такая же плотвина, как и до этого была. Ну, это ваше право, смотрите сами. О. Блин, тут трава это какая-то старая еще. И подсак дома остался. Вообще не весело. Что-то такое, да. Густерочка. Ну, как говорится, с почином. Да я уже плотвичку до этого поймал. Уже почин был. Ну, это на удочке, про удочку попробуем. Ну, давайте. Крабы ездили аж на селец. Яселька. Воды, рыбу не найти, ничего не поймали. Ага. Понятно. Вот такая вот густера пожаловала. Подошли рыбаки. Тоже, говорят, ищут место. Стать негде. Но где-то там нашли. На поплавочку будут ловить. Посмотрю, какой улов у них. Может, на поплавочку тоже здесь хорошо можно порыбачить. Ну, а пока небольшая густерка. Но поклевка была шикарная. Выводить, конечно, тяжело. Здесь какая-то еще старая трава, блин, цепляется. Но все же народ смотрел. Говорили круто. Слышали, говорили ух ты. А ух ты только говорят кому? Правильно, каналу «Рыболовные приключения». Всем остальным говорят, фигня. А у нас ух ты. Надел пучок мотылей, не клюет, дай достану. Вот такой вот полосатик. Проводил стрим, писали, а окуня поймал. Говорю, сейчас поймаю. И действительно, сейчас поймал. Ладно, продолжаем ловить. Вот такой вот полосатик. Пиу. Пусть плывет. Клюет рыбка. Вот. Сейчас посмотрим, успел ли я ее подсечь. Что-то долго пришлось ждать поклевки. Наверное, минут 15 не было поклевок. 3 раза перебрасывал. Я уже было подумал, что рыбка где-то ушла отдыхать. Но нет, все-таки есть рыбка. Но нет подсака. Ладно, рыболовные приключения. Подсак это для новичков, а мы профессионалы ловим без подсака. Тем более такую густерку, еще подсак. Смешно кому сказать. Небольшая густерка. Видите, сколько травы на насадке. Очень сильно несет вот эту вот гнилую траву прошлогоднюю. Забивает она насадку и получается рыба не видит ее из-за вот этой травы. Но иногда все-таки ловкость моя помогает мне ее поймать. Будем немножко скромнее, но куда тут? Из песни слов не выкинешь. Говорю как есть. Блин, какой-то то ли травы набилось, то ли чего. Так тяжело идет. А может, кого-то и тяну? Не, вроде бы что-то дергается даже. Ничего себе. Поклевки вообще не видел. Блин, кормушка, видать, там катится по траве. Где-то, наверное, переплетается. А что я такое тяну? Ёлы-палы, такое ощущение, как будто чей-то шнур зацепил. Вообще туго идет. Может, это сомик канадский? А что это такое? Может быть, твою дивизию? Тут зелье. Друзья, я такое еще никогда в жизни не ловил. Вчера только на стриме с Василием Чуприсом разговаривали про вот этих вот раков. Смотрите, 2 штуки. Ёлы-палы, один второго обнял. И я вот за клешню схватил. Это вот эти, которые американские раки, которые такие паразиты. Видели когда-нибудь такое? Канал «Рыболовные приключения». Мы ловим то, что другие не ловят. Как такое может быть? О, отцепил. Секундочку, сейчас положу.
Фантастика, друзья мои, просто фантастика. Ловил я их, багрил, но вот в таком состоянии я их никогда еще не ловил. Как такое может быть? Надо даже, секундочку, на телефон такое сфотографирую. Это просто капец. Ёлы-палы, когда еще такое увидишь? И где еще такое увидишь, как не на канале «Рыболовные приключения»? А я тяну, что-то не могу вытянуть. Думаю, блин, да что же это такое? А это вот что у нас. Вот это будет для истории прикол. Так я еще в жизни не ловил. Напишите в комментариях, вы вообще видели, чтобы кто-нибудь когда-нибудь умудрился так поймать, как только что это сделал я? Это, наверное, раз в 100 лет бывает. Один мотыль, один опарыш. И обязательно, как я говорил уже, на насадку вот так вот пшикаем вот этой вот корицей. Но я это делаю не на руке, блин. Хотел вам, чтобы было видно, показать. Я это в ведре делаю. Но если хочешь показать, то приходится и так извращаться. Ах, корицей рука пахнет. Супер. Забрасываем. Сейчас мы поймаем еще 2 рака. Будем ловить их парами. Опять густера. Айда, Александр, айда, спасибо, выручил. Блин, без спрея не хотела клювать. Стал пшикать и пошла рыбалочка. Вот так вот, друзья, видите? Какой-то, кажется, спрей, а как сразу рыбалка меняется. Итак, дамы и господа, время близится к обеду. Будем мы закругляться. Прикормки осталось тут, наверное, 2 раза бросить. И все. Давайте подведем итоги, потом покажу улов. Значит, приехали мы сегодня на эту реку около 9 утра, пока разложился, то да сё. Ловить, можно сказать, начал ближе к 10. Рыбалка сегодня состоялась благодаря Александру, который помог каналу, передал нам арому, передал нам спрей. И благодаря этому мы выехали сегодня на реку и половили рыбку. И не только рыбку, раки какие попались. А такого я, конечно, ни разу в жизни еще не ловил, чтобы 2 штуки скрепленных рака было. Если вы тоже хотите помочь каналу, ссылочка на донат в описании. И, возможно, благодаря вам выйдет новое, следующее интересное видео, на котором будет очень много всего интересного. Ну а теперь давайте посмотрим улов и будем собираться в сторону дома, ведь вскоре нас ждут очередные удивительные приключения. Одной рукой это делать не совсем хорошо. Какая плотвина красивая, да? Смотрите. И вот эти вот раки еще там есть. Да, рыбки поймал немного, но зато удовольствие получил. Руки рыбой пахнут, чего и вам желаю.